Теперь я смогу подняться к Альве. Так, открыть люк мы сможем только с обеих консолей одновременно. Я пойду к другой консоли, а ты будь тут. По твоей команде. Ты готова? На счет 2. 1, 2. Запускаю испытание прочности адамантового винта 12С15. Вот. Туда нам и надо попасть. Магнитное поле включено. Начинаю преобразование биомассы. Что? Нет, нет, нет! Как это вырубить? Защита включена. Отменить тест нельзя. Что это? Это конец света. Тест завершен. Прочность структуры адамантового венка не нарушена. Что это было? Альва. Нам вниз. Сейчас передам тебе файл. Журнал Вяза. Сегодня вторник. 2. Плевать. Надо признать, наш конец света переполнен иронией. Мы придумали преобразование биомассы. Бесконечную пищу для вечных машин. И теперь изо всех сил стараемся вызвать у них несварение. Получается, машины не смогут сожрать наши венки. Но закончим ли мы их вовремя? Боже, надеюсь, да. Я не понимаю. Твои легенды, их истребили. В наследие об этом ни слова? Годы пепла. Большинство данных о них утеряно или под запретом. Да, они создали машины, поглотившие все живое. Ты видела как. Чудо, что выжило хоть что-то. Не хочу этого знать. Я пришла не за этим. Мне нужна мудрость легенд, чтобы спасти мой народ, а не запретное знание об их грехах. Если я не найду что-то полезное, не помогу племени. Блюстители накажут меня. Но главное, погибнут люди. Ты понимаешь? Моя семья, сестра. Когда мы уплыли, ей было 14, одна кожа до кости. Они погибнут. Альва. Альва. Я понимаю. Правда. Сложно объяснить, но мы с тобой добиваемся одного и того же. Получится, и тогда данные будут не нужны. Просто все исправится. Я могу тебе поверить, а они нет. Нужно что-то им принести. Если попадем на полигон Плющ и узнаем, как уничтожить стебли, мы попадем в центр данных. Там моя цель. То, что откроет доступ ко всем данным, которые здесь находятся. И ты найдешь, что принести домой.
Не уверена, что понимаю. Но каждая тайна хранит себя по-своему. Искателям нельзя сдаваться. Вперед! Я за тобой. Нужно идти дальше. Полигон Плющ недалеко. Снова лабиринт. Но дорога к истине прямой не бывает. Где-то же должен быть выход. Металлические цветы. Это и есть адамантовые венки из тех записей? Они должны были остановить разрушения, которые привели к годам пепла. Ну что-то пошло не так. Труба. Похоже, она идет на поверхность. По ней содержимое той установки попадает в башню. Наверное, мы под ней. Не будем тут задерживаться, да? Тебя не спрашивала, ты сама из этих краев? Нет, не из этих. Я почти всю жизнь жила далеко на востоке. О, значит, мы обе путешественницы. Тут внизу холодно и сыро. Наконец-то. Так, надо как-то добраться до полигона.
Наверное, это полигон Плющ. Надеюсь, там мы найдем все ответы. Тут так тихо. Да. Будь настороже. Ого! Еще одна машина! Она что, невидимка? Чтобы попасть на полигон, нужно разобраться с машиной. Ты со мной? Ты помогла мне. Теперь мы сможем попасть на полигон Плющ. Нам лучше уйти. Тут могут быть и другие машины. Тут должны быть полезные для нас данные об адамантовом венке. Твой визор увидит то, что мой не сможет. Ого, это любопытно. Что ты нашла? 4-й полигон. Ива. Похоже, он под водой.
Надо будет туда заглянуть. Я должна верить. Легенды ведут меня. Мы найдем то, что ищем. Консоль еще работает. И еще журнал. Конец во всех смыслах. Венки работают, а Кавел придумал, как их можно уничтожить. Загрузка ключ-кода в исходную оболочку вызывает выработку фермента, который заставляет венки пожирать себя. Но слишком поздно. По расчетам командования роботами, скорость роста Роя на 375% превышает ту, что мы сумели бы сдержать. Ничего не выйдет. Думаю, мы это заслужили. Я заслужила за то, что сделала тут. Это моя последняя запись перед эвакуацией. Так, все их усилия были напрасны. Они не успели. Зато у нас есть разработанная ими программа. Теперь сможем убирать стебли металлических цветов. Чтобы загрузить программу в копье, нужен верстак. В нашем лагере есть. На карте указано, что есть проход через следующую комнату. Сюда. Придется взбираться. Я за тобой! Мы можем спуститься по веревке. Ага. Легко. Получилось. Вот, нужный тебе, но нам надо спешить. Когда мы встретимся.
встретили отряд дикарей. Что теперь? Теперь идем в центр данных. Как я говорила, все не верится, что ты одна победила всех солдат. Но нам надо спешить. Когда мы встретили отряд дикарей, лейтенант запросил подкрепление. Оно может скоро прибыть. Ясно. Надеюсь, новый модуль сработает. Распускается. Смотрим, работает ли программа. Смотри, они распадаются. Дверь открыта. Центр данных уцелел. Пора вернуть Диметру домой. Диметра, пора идти домой. Гея. Элизабет Собак. Альфа Прайм. Активирован главный блокиратор. Идет восстановление кода функции Диметра. Что ты сделала? Мой визор никогда так не сбоил. Я нашла особые данные, ты не сможешь их прочесть. Они крепко держались за центр данных, но теперь у тебя есть доступ к основному серверу. Целиком. Там ты что-нибудь найдешь. Ты была права. Тут сотни архивов. Почти все посвящены агрономии. На изучение у нас ушли бы годы. Но у нас нет столько времени. Ты говорила, мы стремимся... Альва! Не стреляйте! Остановитесь сейчас же, именем легенд! Вот, в кого вы стреляли? Дикарка убила наших солдат! Они первыми открыли огонь. И она не дикарка. Она дала мне нужные данные. Ну, посмотрите. Не видите? Перед вами Элизабет Собак. Возрожденная легенда. Искатель, мы сопроводим легенду. Это легенды командуют нами, офицер, а не наоборот. Приносим извинения, доктор Собак. Вера нашего народа сильна, но среди нас находятся недостаточно сведущие в наследии. Вы слышали Искателя? Данные найдены. Вы двое со мной. Остальные отправляйтесь на берег. Мы вернемся в причал. Давай быстрее. У них будет много вопросов. И у меня. Твой народ много знает о прошлом. И, похоже, о Собак, но... Прошу, я должна знать. Ты сказала, мы с тобой стремимся к одной цели. Она уже близка? Точно не знаю. Пара месяцев. Тогда ты наша главная надежда. Поспеши же к цели. Ты на многое открыла мне глаза, и за это спасибо. Но тебе пора. Еще увидимся. Мы возвращаемся в причал наследия. Тебе опасно появляться там. Скажи, как тебя найти, если что. Наш причал на северо-востоке затонувшего города. Вокруг островов сильное течение, и подойти к ним можно лишь с юга. Но там охрана.
Лучше не приходи без нужды. Искатель, долго еще? Прошу, уходи. Боюсь, если мы задержимся, они захотят увести тебя с нами, а это добром не закончится. Лучше послушаюсь Анну. Да и надо отнести Диметру к Гее. Но перед возвращением стоит посмотреть на длинношея в лесу. Теперь я смогу использовать стеблерез на других металлических цветках. Еще один день закончился.
Мне кажется, или эти предтечи были забавны? Забавными? Ну, одежда у них дикая прям, такая узкая. Тут соглашусь. Эти тряпки в первом же бою разлетелись бы. Наверное, они мало двигались. Элой, ты вернулась. И не с пустыми руками. Мы скоро сможем выкорчевать зенитов из наших земель. Надеюсь на это. Хорошо. Похоже, ты тут над чем-то работала. Силы Геи растут, и я надеюсь исцелить наших духов Земли. Пусть некоторые считают, что о них стоит забыть. Я уже извинился! Твой друг считает, что мы должны заменить духов Земли машинами, которых создаст Гея. Не должны. Они заботились о поколениях нашего народа. Их нельзя просто бросить, как сломанные игрушки. Даже если они просто машины с задачами, нельзя так обойтись с ними в час беды. Я уверена, Варл это тоже понимает. Теперь да, но сперва я очень на него разозлилась. Вы в курсе, что я вас слышу? Ты играла в настольную игру Эранда? Стычку? Это я ему ее подарила. Надеялась, это отвлечет его от грохота, который он называет Death Metal. Но не вышло. Я, пожалуй, пойду. Если понадоблюсь, я буду здесь. Рада снова тебя видеть, Элой. Кажется, ты принесла Диметру. Элой. После слияния с Эфиром, Посейдоном и Диметрой, мои вычислительные мощности значительно увеличились. Теперь я смогу поглотить Гефеста. И, к счастью, нам удалось составить план по его поимке. С помощью Варла Бета проанализировала все доступные данные о Гефесте. Он распределен по всей планете. Канал лучевой трансляции не справится, а ядро, которым ты пользовалась, его не сдержит. Поэтому его нужно подключить ко мне напрямую в особом месте, где есть 2 ядра данных. 2 ядра? И где мы найдем такое место? Близнецы. Это заброшенный котел в пустыне к западу отсюда. Сейсмическая активность нарушила его структуру. В итоге было создано 2 ядра данных. Я бывала там. Тенакт сделали его вход каким-то ритуальным местом. Придется отнести тебя туда. Я разработала чертеж подходящего носителя. Устройство крупное. Но 2 человека смогут отнести его к котлу. Я помогу. Как только я займу первое ядро, я вызову Гефеста в другое и запру в нем. Затем я начну слияние. Однако в создании носителя мне понадобится существенная помощь. Сможешь сделать? Наверное, смогу, но это все напрасно. Зениты вас найдут. Минерва не сможет скрыть вас в котле. Это верно. Поглощение Гефеста создаст мощный импульс, который будет легко заметен на их аппаратуре.
Может, устроим несколько импульсов и обманем зенитов? Если Эрент, Зо и Каталло пойдут в другие котлы и создадут там похожие импульсы, это скроет сигнал из близнецов? Анализирую. Эта тактика может сработать. С помощью беты мы построим набор переносных и импульсных генераторов. Говорю вам, это не сработает. Я проверила. Гефест удалил из модуля доступа протокол допуска Альфа. Вам его не захватить. Значит, нужен допуск посерьезнее. Но такого не... Допуск Омега Тедефаро. С ним он стер базу данных Аполлона и убил всех Альф. Но он хранится в его секретном бункере. В Фивах, где он спрятался от конца света. Никто не знает, где это, даже зениты. Известно только, что он был где-то в Сан-Франциско. Возможно, этого хватит. Альва, искатель Квен, сказала, что ее племя построило лагерь в причале. Они оттуда ходили за данными в Сан-Франциско. Она сможет нам помочь. Придется идти на Дальний Запад. Пока меня не будет. Ты сможешь собрать носитель и генераторы? Попробую. Я найду все нужные детали. Альва сказала, что у Квен на побережье есть паром. На нем они плавают в Сан-Франциско. Нужно найти его. Привет, Гея. Опять я. С возвращением, Элой. О чем поговорим? Бета убеждена, что мы не сможем захватить Гефеста. Думаешь, с таким отношением она сумеет собрать носители генераторы? С ней нужно поработать. Но с моей помощью у нее все получится. Я ее не понимаю. Она уверена, что нам конец. Она не похожа на ту, что я представляла. Может, ей лучше остаться здесь и не ходить в близнецы? Все эти данные, что я нашла в древних бункерах и руинах, никогда не думала, что кто-то еще сможет их увидеть. Согласно моим наблюдениям, твои спутники часто обращаются к тем материалам. Эрент неоднократно спрашивал о вечеринках на день рождения. Его озадачил обычай подавать в этих случаях сладости, потому что он идет вразрез с обычаем Азирам подавать крепкий эль. Также он предложил устроить сюрприз-вечеринку именно для тебя. Пожалуй, обойдусь. Так я и предположила. А Каталло уживается с остальными? Вполне, хоть и предпочитает оставаться в одиночестве. Он систематизирует данные о развитии боевых машин и серьезных битвах времен Чумы Фаро, чтобы более детально воссоздать полную карту операции «Свобода». Думаю, он намерен изучить тактику боя древних армий. Интересно взглянуть. Кажется, он считает это личным делом. Он настойчиво отклоняет мои предложения помочь в исследованиях. Теперь, когда Эфир, Посейдон и Диметра с тобой, биосфере уже лучше? В этом регионе условия улучшились. Аномальные бури стихли. Большинство водоемов очистилось, а почва вновь стала плодородной. Все это позволит природной среде продержаться на несколько месяцев дольше. Ну, если нам повезет, скоро у тебя будет и Гефест. С ним ты сможешь восстановить биосферу, правда? Верно. Я смогу разработать и произвести новых роботов, которые сумеют ликвидировать нанесенный планете ущерб. Мы должны захватить Гефеста. Пробежимся по плану? Как пожелаешь. Бета провела испытание и выявила, что Гефест не откликается на ваш допуск Альфа. Именно поэтому
Ты должна найти допуск Омега Теда Фару. Да, в его личном бункере, Фивы. Пока ты этим занята, я помогу Бетти создать устройство транспортировки и генераторы импульсов. Вы должны перенести меня в Близнецы и установить на одно из ядер котла. Второе ядро для Гефеста. С допуском Омега вы сможете его захватить. И потом ты его поглотишь? Не сразу. До слияния вы должны будете вручную очистить Гефеста от вредоносного кода. Сколько на это уйдет? Я еще не закончила все расчеты, но предполагаю, что несколько часов. А остальные проведут отвлекающий маневр с помощью генераторов импульсов? Верно. Каждый из них займет свою позицию у котла и запустит устройство. Волна энергии должна скрыть наши действия до завершения слияния. И тогда у нас будет все, чтобы победить Зенит. Неплохой план. Меня удивляет одно. Как Тед Фаро смог создать допуск уровня выше, чем у Альф? Элизабет оградила проект от его посягательств. Вероятнее всего, он поручил своим инженерам создать лазейку в систему Нового Рассвета и скрыл это от Элизабет. Моя предшественница вообще не знала об этом, пока Тед Фаро не уничтожил базу данных Аполлона. Это уязвимое место проекта. И с его помощью мы захватим Гефеста. К счастью, благодаря сведениям от Беты, мы знаем, где может храниться допуск Омега. Да, где-то в Сан-Франциско. Ты уже применила способности Диметры? Да. Мне удалось улучшить состояние почвы и временно восстановить баланс. Ты заметишь, что растительность в регионе пришла в норму. Может, теперь поля Песни Долины будут давать урожай? К сожалению, восстановление почвы в той области требует помощи духов земли Утару. Я обсуждала этот вопрос с Зо. Кажется, мы нашли решение. Да, я обещала ей помочь. Я пытаюсь понять еще кое-что. Зачем машины разносили металлические цветы Диметры? Будучи поврежденной, Диметра таким образом защищала себя от роя роботов, пожирающего растительную жизнь. Считала, что чума Фаро не кончилась? Боялась ее возвращения. В ее программу нового засеивания Земли входила защита растительной жизни любой ценой. А если учесть, что она занималась этим 20 лет, думаю, ты еще не раз встретишь на своем пути плоды ее деятельности. Хорошо, что я теперь умею уничтожать эти заросли.